Здравствуйте, это реальные новости на канале «Страна для жизни». Сегодня понедельник, 11 января и 157-й день мирного протеста белорусов. И если до 2020 года про стальное терпение белорусов ходили анекдоты, которые чаще всего заканчивались формулировкой «а я думал, что так и треба», то события прошлого года и нынешнего не пошатнули веру в терпение белорусов и даже укрепили. Но теперь терпение работает в плюс. Несмотря на все попытки вывести народ из себя, довести до состояния, когда люди схватятся за вилы и дедово ружье, повода для госпропаганды заявить о зверствах и бесчинствах протестующих нет. А им бы очень хотелось развязать руки вооруженной банде, захватившей Беларусь, и оправдать беспрецедентное насилие в стабильном клочке земли. Но не стоит забывать, что белорусы бывают разные. Черные, зеленые, белые, красные. И много среди них вот таких. Шкарик, блядь, ебаный, блядь. Ты ж вчера, блядь, типа вот такой, блядь, слышь, против Лукашенко, блядь. Что, не веришь? Давай. Ты чмо, блядь, ебаная нахуй, блядь. А ты сегодня врач? Ты ж вчера, блядь, против Лукашенко, блядь, чмошник, блядь, ебаный, блядь. Морду, блядь, чмо. Мужик. Ты охренел совсем. Все. Ты вчера против... Сильно ударил? Хорошо, что я начала снимать. Хорошо, что я начала снимать, как он матом говорит. А он вот сидит там спокойно, стоит со мной беседует. Ебу тебя... Сильно? Что не так? Нормально все. Да, подобные кадры смотреть нелегко адекватному человеку. Вы уж извините, что с них начинаем неделю, но эти видео в очередной раз напоминают всем нам, кто будет и что будет в Беларуси и с Беларусью, если мы вдруг решим сдаться, устать, передохнуть, а впоследствии отчаяться и допустить мысль о том, что с меня хватит, пусть живут как хотят, а я по принципу дела привычки. Дураков не так много, как кажется. Дело в том, что явная глупость гораздо громче вылетает наружу из открытого рта, чем размышления, тихо происходящие в разумной голове. Плюс сученное продажное народонаселение, за деньги закладывающее силовикам своих соседей, друзей, родственников. Увы, наследие практики доносов не оставляет потомков безучастными и ныне. Как сказал неизвестный автор, дураков немного, они просто грамотно расставлены по миру. А теперь к новостям. Длинные выходные в Беларуси показали, что протест по-прежнему не сдувается. Принимает новые формы согласно погодным условиям и рассредоточен по районам, улицам, дворам и по всем городам Беларуси. Вот несколько кадров из столицы, областных центров и других городов. Протест заглохнет, когда диктатор сдохнет. Протест заглохнет, когда диктатор сдохнет. Серебрянка, живе! Серебрянка, живе! Живе Беларусь! Живе Беларусь! За выходные задержали несколько десятков человек. И страшно то, что мы начали к этому привыкать. Невообразимый уровень толерантности общества к насилию, с одной стороны, может восхищать, как, например, Чичваркина в интервью Гордону, да-да, тому самому. Белорусскую нацию можно причислить к лику святых, потому что они, по сути, за свои убеждения выступают ненасильственно против оружия. С другой стороны, становится грустно от мысли, что это может быть не святость, а неумение постоять за себя и за своих детей, близких, друзей. И не потому, что не хочется, а потому, что страшно и потому, что так воспитаны. Но предусмотрительная, бережная воспитанность и страх приводят вот к таким ситуациям. Иди в комнату, сказала. Уроды!
без опознавательных знаков, без формы, похищают женщину, которая отчаянно просит о помощи. Да, мы все вроде бы как знаем, что это представители так называемого МВД. А теперь на секундочку представьте, что подпитая компания молодчиков вечерком решает порезвиться и похищает на улице женщину, чтобы изнасиловать ее и выбросить в прорубь изувеченное тело. Страшно звучит, правда? Страшно то, что красавцы довели ситуацию до того, что бандитизм может процветать по всем фронтам. А все вокруг будут думать, ну это опять эти губопики и прочие, получившие карт-бланш на насилие, лютуют и потешаются. Видимо, девушка просто шла с ленточкой или еще с чем-то. Мы не собираемся поучать. Нет, ни в коем случае. Мы просто предлагаем чуть чаще задумываться над тем, что на человека могли напасть бесплатно и не исполняет долг перед хозяином и кредиторами, а с целью удовлетворения своих садистских фантазий. Но стоит признать, что это могут быть одни и те же представители Homo erectus. Из телевизора по-прежнему пытаются убедить, что прогулки, протест, нежелание мириться с насилием и ложью – все это спонсируется из-за границы с целью дестабилизации обстановки внутри страны, которая граничит с Российской Федерацией. Госпропаганда пытается ответить своими цепями солидарности с пособниками маниакального режима, маршами и автопробегами с оплаченным бензином за гнетущую стабильность. Призывы в провластных телеграм-каналах, имитация бурной поддержки дали свой результат. Не удалось собрать и 15 человек. Погодные условия не только влияют на форму и проявление протеста, но и вскрывают старые нарывы. Никогда такого не было, и вот опять. Коммунальщики проявили себя во всей красе. На видео попали кадры работы дорожников, которые кладут асфальт прямо на снег. Но наибольший резонанс в обществе вызвали сообщения от горисполкома и коммунальщиков. Первый сначала обратился к предпринимателям с просьбой помочь убрать снег, а затем гражданам начали приходить сообщения о том, что надо бы помочь тем, кто очень занят срезанием ленточек, разрушением снеговиков, спиливанием лавочек, замазыванием граффити. Помочь им нужно убрать снег. И даже рассказали, где можно взять для этого лопаты. Отношения государственных служб и тех, кто называет себя властью с гражданами, давно напоминают нездоровые отношения в нездоровой семье, где муж, отец, он же государство, пьет, орет матом, избивает жену и детей, а затем требует от своей первой леди пожрать от отпрысков любви. Лопаты все-таки пригодились. Коммунальщики в Оливковом были замечены за той работой, которой они будут заниматься в Новой Беларуси, в отведенных им для этого местах. Тут как раз и отсутствие образования пригодится, и физическая подготовка. В середине октября Министерство финансов по инициативе Министерства образования изменило инструкцию о порядке выплаты стипендий студентам. В инструкции появился пункт о лишении студента стипендий на месяц, если он пропустил 10 академических часов занятий или, проще говоря, 5 пар. Студенты возмутились и пожаловались в Генеральную прокуратуру. Они требовали отменить изменения и вернуть стипендии тем, кого их лишили. Обращение подписали практически 2000 студентов. И вот ответ. Учитывая, что Министерство образования и Министерство финансов внесли указанные изменения в пределах предоставленных им полномочий, какие-либо противоречия действующему законодательству они не содержат. Оснований для прокурорского реагирования не имеется. Это говорится в ответе. А вот как эту новость преподнес официальный канал Министерства образования. Вот так вот. Вот так вот. Видимо, СММщики, ведущие телеграм-канал Министерства образования, забыли принять таблетки, и репост ответа Генпрокуратуры вот с такой подписью. Ну что ж, невероятное. И рыбку съесть, и продолжение, сами знаете, не получится. Министерство образования на минуточку. Хотя чему удивляться? Какой учитель, такие и ученики. А роль науки, напомним, представителя Национальной академии наук, быть вместе с властью. Организационный комитет Всебелорусского народного собрания получил 17 тысяч предложений. Об этом в интервью ОНТ сообщил заместитель главы администрации пересидента Андрей Кунцевич. Вопрос к глашатаям режима. Вообще, откуда может быть такая ужасающая цифра 17 тысяч предложений и поправок от людей, по глубокому убеждению которых все в стране хорошо, все устраивает и в первую очередь хитрозализанный член всех собраний. А судя по цифрам, таких больше 80%. Фарс и цирк. Вот, кстати, расскажите нам в комментариях, знаете ли вы хоть одного делегата? Участвовали ли вы в этих тайных диалогах?
на специально отведенных площадках? А может, вы отправляли какие-то пожелания по изменениям в Конституцию? Расскажите, напишите в комментариях, давайте узнаем, как обстоят дела. По словам Кунцевича, предложения собирались всеми доступными способами. На каких-то там диалоговых вот этих площадках, на сайтах поступали предложения и, конечно, рассказали всем нам в попытке убедить в легитимности запланированной сходки, что делегаты там будут самые народные, самые лучшие, самые-самые. Цитата. И главное, есть ощущение того, что для них Беларусь не игра в монополию. Они твердо понимают, что страна это не просто котлеты и не про ленточки. Страна это про судьбы людей, судьбы их детей и внуков. Да, господа, на сегодняшний день это страна про судьбы их детей, их внуков. Не наши и не ваших детей, внуков и родителей. Но не стоит забывать, что за все придется ответить. В том числе и за пособничество режиму и объяснение в стиле меня заставили, меня вынудили». Все это не поможет. С 19 января фамилии участников очередного государственного переворота, которые называют национальным собранием, будут добавляться в единую книгу регистрации преступлений. Полагаю, многие из делегатов не знают о ее существовании, потому что у них нет интернета, и они смотрят телевизор, где им рассказывают, что они молодцы. Но если вы, наши зрители, если вдруг вы лично знаете делегатов, хотя бы одного, не забудьте их порадовать этой новостью. Может быть, одумаются. Ну а если нет, то и по делам. 18-19 января состоятся первые судебные заседания по делу Дмитрия Фурманова, Евгения Разниченко, Владимира Книги. Судебные заседания вряд ли будут открытыми. Об этом нелегитимная власть уж точно позаботится. В социальных сетях «Страны для жизни» и фонда «Страна для жизни» будут рассказывать о статусе политического заключенного, о том, кто такой политический заключенный в нашей стране и саму историю этого понятия. Также в соцсетях мы будем вместе писать письма Дмитрию, Евгению, Владимиру. И пусть невелик шанс, что письма дойдут до адресатов, мы знаем, что наши слова и наша поддержка – это то, что им нужно. Обязательно поговорим и обсудим ситуацию с правозащитниками и привлечем к помощи белорусов в зарубежье. Следите за нашими социальными сетями и подписывайтесь на них. Ссылки на соцсети вы найдете в описании к этому видео. Сегодня утром вновь всплыла хоккейная тема. И вот тут пора уже проговорить некоторые моменты и поставить точку в вопросе чемпионата по хоккею. То есть поставить эту точку до конкретного ясного решения. Так вот, чемпионат мира по хоккею был запланирован в Минске и Риге. В январе 2017 года страны-соседки приняли решение объединить усилия. На Конгрессе Международной Федерации Хоккея в Кёльне, который проходил во время чемпионата мира 2017 года, совместная заявка Минска и Риги с небольшим перевесом обошла предложение Финляндии. После событий августа этого года на фоне беспрецедентного для мирового сообщества насилия Кабинет министров Латвии 7 сентября 2020 года обратился в Международную Федерацию Хоккея с просьбой провести чемпионат мира с другой страной вместо Беларуси. 17 сентября Европейский парламент принял резолюцию о ситуации в Беларуси, в которой в том числе призвал не проводить часть чемпионата мира по хоккею 2021 года в Беларуси. На следующий день Рене Фазель, это президент Федерации хоккея, заявил, что обеспокоен тем, что происходит в Беларуси, и что мы сталкиваемся с политическим давлением, которое ставит под серьезное сомнение проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года в Минске. В начале ноября платформа «Голос» провела опрос среди белорусов о том, стоит ли проводить в стране чемпионат. В опросе приняли участие 420 тысяч человек. Из них 90% высказались за отмену соревнований. 3% предложили не отменять чемпионат мира. И еще часть респондентов затруднились с ответом. 3 ноября президент Федерации хоккея Финляндии Хари Нумеля заявил, что чемпионат мира будет очень сложно провести из-за Беларуси, что ситуация в стране ухудшается. Солидарность с президентом выразила комиссар польской хоккейной лиги Марта Завадска. После этого появилась информация, что матчи из Беларуси могут быть перенесены в Россию или Финляндию. 18 ноября Европарламент начал сбор подписей за перенос чемпионата мира из Беларуси. 19 ноября стало известно, что чемпионат может полностью пройти в Латвии, а позже появилось решение о возможном переносе минской части игр в Москву. В декабре 47 членов Европарламента направили письмо президенту Международной Федерации хоккея Рене Фазелю,
в котором напомнили ему о ценностях Международной Федерации Хоккея и потребовали отозвать чемпионат из Беларуси. 24 декабря депутаты Конгресса и депутаты Европарламента, всего 86 человек, написали открытое письмо в Международную Федерацию Хоккея, в которой президентствует все тот же, это все он, Рене Фазель. Попросили в этом письме лишить Минска права на проведение чемпионата. В начале января белорусский писатель Саша Филипенко обратился к главе Международной Федерации Хоккея, сравнив чемпионат в Минске с Олимпиадой 1939 года в Германии. Баскетболистка Елена Левченко написала честное письмо Фазелю, на что Фазель ответил, что готов на диалог с Еленой, но обсудить чемпионат он хотел, не касаясь политической повестки. Аргумент «спорт вне политики» не работает, когда политика заморала с собой все, в том числе и спорт. В поддержку переноса или бойкота уже выступили премьер-министр Финляндии Санна Марин, директор Датского хоккейного союза, вице-президент Международной Федерации Хоккея, депутаты Бундестага, Конгресса США и другие. Фазель заявил, что решение, где проводить чемпионат мира по хоккею в конце января, будет принято. В конце января. Как сказал Фазель журналистам, всеми методами он пытается разобраться в происходящем в Беларуси. Интересно было бы узнать, какими это такими методами. Один из методов – это навестить своего старого во всех смыслах друга. Что он и сделал сегодня, 11 января. Главный хоккеист тут же заявил своему давнему закадычному другу: «Думаю, что нет необходимости мне убеждать тебя о том, что у Беларуси все нормально. Ты сам человек опытный, сам политик, понимаешь, что происходит. Меня хотят обвинить в том, что я защищаю свою страну и своих людей. Но меня для этого и избрали», заявил тот, за которого проголосовало 3%. В своем заявлении по случаю визита Фазеля Белорусский фонд спортивной солидарности напомнил о том, что встреча проходит в стране, где за последние 4 месяца более 30 тысяч человек побывали в тюрьме, и где до сих пор порядка 170 политических заключенных находятся за решеткой. Надо бы добавить про насилие и убийство. На момент записи этого видео ситуация следующая. Ничего конкретно не ясно, несмотря на заявления всех действующих и бездействующих сторон. И тему эту мы для себя закрываем до момента вынесения конкретного решения. Всю прошлую неделю СМИ, некоторые даже сами того не желая, анонсировали интервью главного кинолога какой-то дамочки, утверждающей, что она журналист. «Мы страдаем за вас». Посмотрели. Седой дед, внук, то есть сын, Массандра с блинами, заграничные гости и на столе хлеб, лук и в качестве основного блюда собака. Не зря Беларусь все чаще сравнивают с Северной Кореей. Уже не только политический обмен опытом сказывается, но и традиционная кухня диктаторов становится похожей. Главный печник заявил, что он «белка в колесе» и не могу остановиться. Центробежная сила все сильнее отрывает его от реальности, а раскрученное колесо репрессий продолжает наматывать на себя жизнь и судьбы белорусов. Но стоит помнить, что и колесо изнашивается, и белка не вечно живущее существо. Сынуля рассказал, что папка невменяем, и когда санитары предлагают лечение, дальше Колькина цитата, он отказывается делать все, что необходимо делать, и что чем больше ему говоришь, что необходимо это делать, приводишь фактов, конкретных примеров не из прекрасного далека, а из, можно сказать, соседней палаты. Что будет, если не делать? И от этого только усиливается и усиливается его отторжение к методам лечения просто в геометрической прогрессии. Но, собственно, это не только про лечение от ковида, а в целом про состояние психики пациента. Пожалуй, это все, что можно было вынести из этого типа интервью. Лучше, конечно, вообще не обращать внимания на псевдоинтервью и заказные видео в попытках удержать фамилию самоинаугуранта в трендах, но новостная повестка обязывает. Смотрим, страдаем, терпим, рассказываем. Человек, уверенный в себе, в своих действиях и в поддержке народа, в отличие от труса, окруженного проплаченными лизоблюдами, не боится говорить с людьми. Вот так. Привет! Да ладно, вы что? Серьезно? Слушай, я уже спать ложилась, я извиняюсь, что я там без макияжа, все такое. Просто, Федя, я тебя смотрела уже давным-давно, когда я еще, знаешь, была не на своем месте, и, конечно же, продолжаю тебя смотреть. Подождите, я сейчас умру тут от этого. На сегодня все. До встречи.